Здравствуйте. Сейчас взял в руки телефон, почитать, какой текст я вчера приготовил для приветствия. И сижу и думаю, вот каждый день, наверное, каждый день мы под какие-то обстоятельства подстраиваемся. Будь то это наш начальник, руководитель, будь то клиент, может быть, жена, дети, у кого-то муж. Постоянно мы под что-то, под кого-то подстраиваемся. Вот вы мне тоже пишете в комментариях и говорите, что надо делать пол, и начинать нужно с пола. Я это и сам прекрасно понимаю. Но вот душа, хоть режьте меня, не лежит. Не хочу я делать пол. Вот я сегодня хочу посеять газон на крыше землянки, сделать красивый вход, оборудовать ступеньки, по которым буду спускаться сюда, в землянку. Но если уже руки дойдут и появится, может быть, желание к вечеру, то займусь полом. Давайте попробуем хотя бы один день уделить себе и делать так, как хочется вам, мне. Нарежьте бутерброды, налейте себе чайку. Пора начинать. Вот такая вот газонная трава у меня очень долгое время лежала, наверное, года 3-4. Ну, в свое время я ее на даче сеял. Ничего, кстати, с газоном у меня не получилось. Но это уже другая история. Вот, уже лежит она давно, поэтому, честно говоря, не знаю вообще, прорастет она, не прорастет. Но если она прорастет, то это будет просто великолепно. Потому что я смогу замаскировать свою землянку под слоем зеленой красивой травы. От взглядов и от людей, которые могут прийти сюда со злыми намерениями. А люди с добрыми намерениями, пожалуйста, приходите. Как раз дожди скоро уже пойдут, точнее они уже идут. Я думаю, сейчас самое время для того, чтобы сеять газон. Ну и попутно, раз уж я решил сегодня делать ступеньки ко входу землянки, уберу весь песок и немножко газон, который только что посеял, присыплю сверху песочком, чтобы его не раздуло ветром. Вообще, прежде чем прийти сюда, взять газон и сеять его, я в интернете почитал. Ну, есть разные мнения по поводу того, что прорастет ли газон в песке или нет. Но многие в основном пишут, что да, в песке он должен прорасти. Ну, тут как бы вопрос-то в другом. Прорастит он, прорастет, а поливать же его тоже нужно постоянно. Скорее всего, он погибнет очень быстро. Ну, в любом случае, мне этот газон не жалко. У меня он уже, я повторюсь, лежал очень долгое время. Либо я его просто дальше бы так хранил у себя в гараже, либо я бы его рано или поздно просто выкинул бы. Ну, а тут почему бы не попробовать? Надеюсь, что все будет хорошо. Газон прорастет и будет радовать меня.
Яму нужных размеров я подготовил. А дальше я хочу сделать так же, как и землянку, в принципе. То есть я здесь забиваю какие-то опорные бревна, вкапываю их в землю, с этой стороны также. И за ними накладываю другие бревнышки. Соответственно, это удержит грунт от обсыпания. А потом уже здесь такая лесенка будет, 3 ступеньки. Я знаю, где очень много бревнышек лежит, подходящих для ступенек. Но я туда не пойду. Потому что... Ну вы поняли, да, о чем я говорю? То есть на полянке, которую я находил в прошлый раз, нашел, там очень много поваленных бревнышек, ой, сосен лежит тонких. Но я не хочу то место трогать, потому что планирую там сделать такое место для отдыха. Скамеечку, стол поставить. Да и вообще, мало ли, что я там еще придумаю в дальнейшем. Далеко ходить не пришлось. Казалось бы, материала там много, но подходящего практически нету. Либо совсем гнилые сосны, либо слишком толстые. Дело в том, что там все как-то в тени находится. Если на той полянке очень много солнца, и она такая освещенная солнышком, и, соответственно, все поваленные деревья, они высушены, то там почему-то они, ну не почему-то, а там в сырости они все сырые и, соответственно, гнилые по большей части. Поэтому так и придется мне все-таки идти на ту полянку. Фух, всем полянка эта прекрасна и хороша, и количеством имеющегося материала древесины, и своей красотой меня она впечатляет и радует каждый раз, когда я на нее прихожу. Но есть один большой минус. Далековато ходить до нее. Сделаю также гидроизоляцию, по крайней мере, вот с этой стены, с этой стороны. Почему? Потому что землянка находится вот под таким наклоном, как бы как овраг идет туда вниз, ну где вот та полянка березовая с березами упавшими, вот туда как раз идет наклон. Соответственно, вся вода будет течь вот именно оттуда, грунтовая. Чтобы ее отсечь, чтобы она ушла по тенту и в сторону увести. И вот как раз с этой стороны надо закрывать, делать гидроизоляцию стены.
Сейчас весь материал использую, который у меня есть. Как раз, наверное, хватит его, чтобы доделать эту ступеньку. И пора, по-моему, уже обедать. Уже 3:30. Чувствую, что-то есть хочется. Как обычно, а то сейчас останусь без еды до вечера. А сил мне еще понадобится. Ничего не завтракал. Ну, хоть пообедаю. Дождик начался небольшой. Я хотел пообедать вообще на той полянке, где березы поваленные. Да, в принципе, тучки такие небольшие. Великолепно. Просто великолепно. Никаких приправ. Просто пожарил индейку, лучок, сверху сыр. Сыр, кстати, всегда немножко соленый и как бы привкус соли дает. Мне этой соли более чем достаточно, которая есть в сыре. Восхитительно. Уходя, закрыл дверь на засов изнутри. Вот именно поэтому я и делал ее открывающейся внутрь. И не только поэтому. Еще зимой, у меня землянка же подземная, когда здесь нападает очень много снега, скорее всего будет очень тяжело с утра открыть дверь наружу. Поэтому я сделал ее внутрь. Засов. Пожалуй, прилягу немного отдохнуть. После вкусного обеда полагается поспать.
Ну, на самом деле, спать я не собираюсь, поэтому главное не уснуть. А то сейчас можно чересчур расслабиться и дать храпака. Вот такой вот базальтовый негорючий материал принес для того, чтобы за печкой пристеплерить его к стенкам землянки. От печки идет жар очень сильный, и я боюсь, что стены могут, ну, со временем обуглиться, они уже обуглились, конечно, но со временем они могут загореться. Вот о чем я думаю. А ветер стих. Такое ощущение, что даже теплее стало. Хотя на улице минус... Ой, господи, минус. Плюс 11 градусов. Уже заговариваюсь. Ну, немножко это лето поднадоело. Оно очень жаркое было. Быстрее хотелось бы, чтобы выпал снег, чтобы он лег уже. И прийти сюда, заночевать, затопить печку. Что-то сегодня такие шумы с этого завода, на котором испытания ракет проводятся. Прям так громко и так рядом. Хотя до него километров 12, наверное. Нормально я тропинки такие сделал тут, когда бревна волочил во время стройки землянки и стены когда взводил. О, время 7:30 уже. Сейчас раз-два да стемнеет, поэтому бросаю все это дело. Ну, отпилю вот эти сейчас 2-3 пенька вот этих отпилю. И все, отдыхать. Я уже устал. Пол делать точно не буду сегодня. Даже начинать не хочу. Надо здесь порядок навести и отдыхать. Бывшая лежанка. Вот так вот на два бревна были уложены вот такие маленькие бревнышки. И такой лежак был. Вот так вот. Зато пилить дрова не надо. Конечно, они мелкие. Ну, а мне жарко сегодня и не нужно. У меня спальник есть. Сегодня я взял спальник. Да и уже надоело с этой печкой слишком в такой атмосфере жары находиться. Практически примерно как в бане. Ну, конечно, не как в бане, там градусов 35, но, наверное, в прошлый раз было.
Поэтому зимой, конечно, да, она будет справляться на ура. Но, повторюсь, что эта печка является экспериментом, и в любом случае я ее буду переделывать. Просто мне было интересно попробовать, что будет, если из бочки за 300 рублей сделать печку. Пока как бы она себя оправдывает. Цена, качество и коэффициент полезного действия просто зашкаливает. Выкладывать печку из кирпича, я прикидывал так, но это довольно-таки так накладно. Если мы берем бочку за 300 рублей и печку. Это первое. А второй нюанс, опять-таки, что я жду снега. По снегу на волокушах можно будет этот кирпич спокойно сюда транспортировать, перетаскивать и уже выкладывать в печь. Помимо кирпича, там же еще нужен будет и специальный раствор. Это еще плюс к весу. Тут в один заход все это дело не донести. Ну, а бочка, пожалуйста. Вдвоем тогда в прошлый раз с Денисом мы ее принесли. Сколько мы? Километра полтора, наверное, несли. Нормально. Она себя оправдывает. Некоторые спрашивают по поводу и говорят, что нужно искрогаситель установить. Но у меня искр нет в моей печке. Я сейчас объясню почему и покажу вам наглядно. Это у меня зимний вариант дымохода. Перед дымоходом у меня стоит специальный зуб-отбойник, который гасит все искры, прежде чем дым уходит наверх. И именно благодаря наличию вот этого зуба-отбойника происходит полное сгорание газов и нету искр, вылетающих из дымохода. Ну, повторюсь, по крайней мере, я ни разу еще не видел искр. Поверьте мне, я печку затапливал сколько, 3 раза, но я постоянно проверяю, даже ночью, встаю, просыпаюсь, подхожу, смотрю, потому что, ну, не дай бог, тем более лето было, вот буквально там 2 недели назад, не дай бог, маленькая искорка и лес сгорит дотла, особенно сосновый. Поэтому можете не переживать. Да, осень наконец вступила в свои законные права. Уже дожди начались. Всю неделю практически шли дожди. И, кстати говоря, когда я сюда пришел с утра, пока протечек я никаких не увидел. И сырости внутри землянки, ну, сырого песка. Конечно, в такую погоду хочется сидеть около печки, греться, попивать чай, закусывать печеньем. Ну, или чем-то другим, бутербродами какими-нибудь. Но сегодня мне это удалось сделать вот только сейчас. А время, между тем, уже 9 часов. Мне какая идея посетила. А что, если сейчас немножко отдохнуть, вздремнуть, и где-нибудь в районе 12 часа ночи мы пойдем погуляем по лесу? Вы вообще давно гуляли ночью по лесу? Я, кстати говоря, тоже, наверное, уже лет 15 назад последний раз
ходил по лесу ночью. Ну, я думаю, это будет как минимум интересно. Повоюем со своими страхами. Можно еще посмотреть, во сколько завтра восход солнца. Проснуться заранее. И еще и встретить восход солнца. Я думаю, это будет великолепное завершение этого похода. Ну все, я тогда пока лягу, подремлю. До встречи в 12 час ночи. Чуть не забыл. Я же в лес собрался идти. Хорошо, так тепло. С открытой дверью аж сплю. Все мы чего-то боимся. И у нас у каждого есть какие-то определенные страхи. Кто-то боится темноты, кто-то боится мышей, кто-то, не знаю, там тараканов боится. У меня тоже есть определенный страх, я боюсь высоты. Пытаюсь с этим страхом бороться как могу, но не всегда, к сожалению, это получается. А по сути, в чем основная наша проблема? Особенно при посещении леса, ну или гулянии по нему вот, темной ночью, как сейчас. Наш мозг дорисовывает какие-то картинки. То есть, если мы днем видим лес, пожалуйста, вот там трава, вот дерево здесь стоит, да, то ночью мы идем, и наше больное воображение фантазирует, что здесь что-то есть. Там с деревом кто-то стоит. Там кошка какая-то пробежала или еще что-то. Животных, по крайней мере, в наших лесах бояться особо не стоит. Ну, с кем можно встретиться? С медведем не встретишься. У нас их нету здесь в области. Волки есть, но конкретно вот в этом районе, где я сейчас нахожусь, их тут нету 100%. Бешеные леса, возможно. Наверное, единственное, кого следует немножко опасаться. Но, по сути, самый страшный зверь — это человек. Потому что зверь убивает только для того, чтобы прокормить свою семью, свое потомство, самого себя. А человек убивает просто так, ради собственной наживы, приобретения какой-то выгоды, власти. Каждый день происходят какие-то войны, везде идут какие-то кровопролития, убийства, кражи, разбои. И вот бояться нужно человека, а не леса. Как-то... Ну, мы уже почти пришли на полянку, по-моему. А, нет. Это не полянка. Что-то немножко заблудился я. Чуть-чуть заблудился, не могу я найти эту полянку. Ну, в принципе, ничего страшного. Зато нашел какие-то сосны. Огромные такие. Обалдеть вообще. Ладно, пойдемте обратно. Что-то я немножко не могу дорогу найти на эту полянку. Хотел на полянке посидеть. Но идти до нее 500 метров. Может даже и все 600. Не будем испытывать судьбу. А то даже у меня уже какие-то фантазии начинают появляться.
в голове. Уже кажется, что вон там за деревом кто-то стоит. Но на самом деле это далеко не так. Там никого нет. Вот так вот. Ходил, дорогу назад найти не мог. Минут, наверное, 15 ходил. Вот, благо вот по этой сосне смог определиться приблизительно, где я нахожусь. И направление я уже знаю. Сейчас минут 5-7 идти. Спасибо, что составили мне компанию. Прогулялись со мной. И немножко повоевали с собственными страхами. Примерно километра 1,5-2 нагулял я сейчас. Даже что-то есть захотел. О, а вот и лагерь. Отлично. Тепло, как здесь хорошо. Хочу, чтобы тепло было. «7:50. Встретил я восход. Спал как младенец. Все-таки в спальнике намного лучше. Хоть и тепло было, но в спальнике прям очень комфортно. И в печку не надо дрова подкидывать. Да и помягче немножко он, как матрас практически. Вот. Надо собираться, доехать домой. Хотел идти, а тут вспомнил, что у меня дверь не покрытая лаком. Гулять так гулять. Весь лак сейчас израсходую на эту стену. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Благодарю вас за поддержку, которую вы мне оказываете, оставляя свои комментарии на канале, а также лайки. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал. Если вам есть что-то сказать, высказать какое-то свое мнение определенное, дать какой-то хороший совет, обязательно напишите об этом в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.